Ребятки, я вас приветствую, продолжаю эпопею с благоустройством своей мастерской. Кто следит за каналом, уже видите, фон изменился. В прошлой части мы остановились на том, что обложили выступающую часть стены плиткой, имитирующей кирпич. Очень красивая текстура, цвет. Мне очень нравится, давно мечтал о такой стене в стиле лофт. Сегодня первостепенная наша задача придать стене законченный вид. Все швы затереть специальной затиркой по камню. По плитке затирка не подходит, потому что по камню затирка для более широких швов. Но перед этим я хочу всю плитку защитить, пропитать специальным защитным составом. Каким именно, я еще не определился. Делал 4 образца, 4 выкраса. Сейчас будем решать, почему именно в этой последовательности. Все дело в том, что затирка в любом случае где-то вылезет за пределы швов, и очистить ее будет очень трудно. Я уже пробовал кое-где вытирать плиточный клей щеткой, и верхняя часть текстуры вместе с краской стирается, и кирпич теряет свой вид. Все только для того, чтобы защитить кирпич. После того, как мы обработаем лаком или другим составом, вытереть влажной тряпкой затирку будет гораздо проще. Поехали! Ребята, вот так выглядят различные защитные составы на плитке. И цвет очень сильно варьируется в зависимости от того, чем я пропитывал. Это двухкомпонентный лак, как вы видите, он сильно меняет цвет. Плитка становится такая темно-коричневая. Мне не понравилось. Вот этот лак акриловый более-менее, но он очень плохо впитывается, в отличие от первого, и оставляет на плитке характерные следы, такие от кисточки. Этот акриловый лак вообще мне не понравился, делает плитку белой. И с этим уже ничего не сделаешь, не знаю почему. А вот это обычная грунтовка. Из Leroy Merlin Optimist, по-моему, называется. 2 раза я пропитывал, очень хорошо защищает. Я пробовал потом капнуть маслом грязным, и все прекрасно стирается, ничего не впитывается. И как вы видите, цвет ближе к всего к натуральному, такой матовый, который я и хочу оставить, чтобы плитка сохранила свой такой естественный вид, и цвет как можно меньше поменялся. В общем, ребят, я определился. Защитным составом будет, как ни странно, обычная грунтовка Optimist. На 2 раза я пройдусь всю плитку. Подготавливаю плитку к обработке. Там, где остались следы плиточного клея, я аккуратно все это счищаю кисточкой с таким обрезанным ворсом. Грунтовать буду краскопультом, выставил давление 2 атмосферы. Первому слою дам немножко впитаться и высохнуть, буквально часик, и повторю процедуру. Два слоя грунтовки я уже нанес, оставлю подсыхать на ночь, а пока займусь приклеиванием сюда, в эти ниши, фанеры. Приклеивать буду на всю длину и на всю ширину, а потом покрашу. Клеить буду на клей для паркета. Уже 3 раза прогрунтовал. Если образуются подтеки, уже грунтовка практически не впитывается, я просто убираю кисточкой. Нас тут много. Что-то у меня быстро сегодня работы сменяются. Пока одно другое сохнет, я решил пошпаклевать
обе стеночки с двух сторон. Шпаклюю, кому интересно, Knauf Fugen. Так, одна часть готова. Для заполнения швов затиркой у меня есть вот такая силиконовая емкость специальная с насадкой. И также со времен стройки остался вот такой пистолет-шприц. Попробую оба варианта, каким удобнее. Чтобы замесы не отличались друг от друга по цвету, я точно отмеряю количество затирки и количество воды. Выяснился существенный недостаток пистолета, почему-то очень быстро забивается носик. В комплекте с затиркой шел вот такой пакет, попробую с помощью него, как пойдет. Поработал немножко пакетом, могу сказать, что мне нравится гораздо больше. Легче контролировать, меньше устают руки и ничего не забивается. В общем, наверное, дальше и буду продолжать пакетом. Когда носик начинает подсыхать, можно выдавить его немного обратно, перемешать и продолжать. Шарашишь неожиданно. Ты в гости пришел? Да я вот пришел посмотреть, смотрю на это дело, что творится тут в соседнем гараже. Ой! Ай! Не пали, не пали. Что он делает? А ну-ка, подержи мою кофе. Сейчас пойду показывать, что там у меня в мастерской. Короче, дали мне кофе держать, я его лучше допью. И в бой. О. Не хватило мне затирки, ребят. Ушло 10 килограмм на все это. Нужно еще одно ведерко прикупить. Но так уже что-то получается. Из-за того, что плитку я загрунтовал несколько раз, затирка практически не застывает. Ну а так как дело идет уже к ночи и нужно ехать домой, нужно как-то сформировать швы более-менее. Нижнюю часть я уже сделал за пару часиков, ну получается более-менее аккуратно, меня устраивает. Формирую швы кусочком провода, если протягивать, то получается очень неаккуратно, пачкается плитка. Так что я просто аккуратно вдавливаю и каждый раз протираю провод. Турбину, говорю, буду сейчас запускать. Ты понял? Турбину он собирается запускать. Какую турбину? Попробую вам показать, зачем я вообще сначала грунтовал. У меня куча мест, где я вылез с затиркой на плитку, и попробую сейчас вытереть. Как видите, все прекрасно вытирается. Ну, естественно, там, где в поры попало, уже очень трудно что-то вытереть. А теперь покажу на примере плитки, которая не обрабатывалась защитным составом.
Короче, намного сложнее отсюда вытереть затирку. Ну, в принципе, тоже возможно. Но гораздо больше она въедается в поры. Прошла ночь, затирка подсхватилась. И я еще раз пробегаюсь по швам. Быстренько делаю это с помощью деревянной палочки. Так сказать, швы более аккуратными делаю. Затирка еще окончательно не схватилась, так что позволяет это сделать. Установил выключатели. И смотрите, что у нас теперь есть. По задумке с обоих сторон стены будет RGB подсветка. О, зелененький. Кстати, ребят, хочу с вами поделиться радостью. Я приобрел для нас новый объектив, точнее, я взял его с рук, БУ, но в очень хорошем состоянии. Взял за 30 тысяч. Этот объектив 10-18 мм, широкоугольный, то есть он позволяет снимать в помещениях и сразу показывать большой угол, то есть всю стенку целиком. Сейчас я вам могу показать, как она выглядит. До этого, снимая на свой любимый объектив Sony 16-55 мм, у меня такой возможности не было. Я все время прыгал, скакал, куда-то отходил вдаль, но все равно полностью стенку я вам показать не мог. Так что теперь у нас есть такая возможность. Продолжаем. Да, и позвольте вам показать, как снимает с этого же расстояния предыдущий объектив на 16 мм фокусном расстоянии. Раньше картинка была такой, и чтобы показать более-менее стенку в масштабе, мне приходилось вообще стоять в дверях, причем я становился на бочку. То есть, понимаете. В этом месте я установлю токарный станок, и для качественной съемки видео нужно очень много света. Поэтому в качестве светильников я использую софтбоксы. Они у меня уже около года, светят очень хорошо, дают мягкий рассеянный свет. В каждом светильнике установлено 4 светодиодные лампочки. Этот комплект я покупал на AliExpress. Кому нужно, ребят, все ссылочки оставлю в описании под видео. Сверху еще необходимо установить тканевый рассеиватель. Закажу для светильников матовое оргстекло, потому что ткань не совсем практична для мастерской. Будет пачкаться, да и может порваться. И один из последних штрихов. Сейчас мне предстоит покрасить фанеру с двух сторон. Фух. Давай, аккуратно, пошли, осталось чуть-чуть. Так, вот так вот повернись. Готово? Пау! Ну как тебе стена, Ань? Хорошо, лучше, чем дома. Да? Даже жить здесь хочется. Жить здесь хочется. Все, остаемся. Ну вот такая, ребята, у нас стена получилась. Я еще хочу добавить в будущем какие-нибудь лофт-светильники, может быть неоновую вывеску, чтобы еще было все красивее и узнаваемый фон. Но уже фон, согласитесь, достойный. Как было раньше и как сейчас. В общем, в будущем видео вас уже ждет долгожданная токарка. У меня на сегодня все. Всем пока, друзья. Скоро увидимся.